Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Ну что у нас происходит на криптовалюте? В принципе, что, данное видео я выпущу, наверное, вечером. Сейчас я его не буду заливать, потому как оно особо не актуально будет. Это просто мы посмотрим по поводу гэпов. Ну что, вчера у нас на новостях поста Трампа мы увидели движение по криптовалюте. Биткоин очень быстро начал расти и оставил за собой сильнейший гэп на фьючерсах, на CME. И, по всей видимости, мы его закроем. Дай бог, чтобы мы его сегодня закрыли. Это было бы вообще просто шикарно. Трамп говорит о том, что он Аду, Кардану, Солану и XRP будет добавлять в резерв Соединенных Штатов. Но ничего не говорил об эфириуме и битке. Но биток сделал манипуляцию. Также было видно, что торговали по инсайдерской информации. И некоторые трейдеры просто-напросто на этом лонге заработали миллиарды долларов. Но, как говорится, манипуляции продолжаются на крипторынке. И никто не может сделать здесь просто-напросто никакую управу. Это мне напоминает осень 23 года. Тогда тоже все говорили, что биток типа свалится, будет там коррекция, рынок должен откорректироваться, но на фейковых новостях мы увидели манипуляцию. Может быть, аналогичная ситуация у нас и вчера вечером произошла. Что у нас по капитализации? 3 триллиона. Неплохо, но вчера было 3 триллиона 200, правда уже видно, что сдули. Ну, просто-напросто выводят с крипты бабки и все. Никто здесь ничего не вливает в рынок. Видно, что притока капитала нету, просто-напросто отсасывают, как обычные кровопийцы. Что у нас по биточку? 91 800 сейчас мы торгуемся. Итак, мы с вами рассматривали то, что у нас здесь есть гэп. Вот этот гэп, мы с вами его рассматривали, и мы его перекрыли. Это у нас гэп был ноябрьский. 10 ноября здесь началось движение, и откуда мы начали движение, туда мы и вернулись. За что это говорит? Это говорит о том, что нужно всегда фиксировать какую-то часть прибыли на криптовалюте, потому как откуда начинаются манипуляции, туда и они возвращаются, эти цены. Вчера мне человек в личку написал, говорит, что делать, у меня хороший лонг там, на 10 тысяч долларов, закрывать, не закрывать. Я говорю, да конечно же закрывай. Плюс, у него плюс там 10к, и он взял какой-то щиток, говорит, нет, у меня и так просадка типа там на фьючерсном аккаунте минус 60к баксов. Я хочу типа перекрыть эту просадку. Говорю, так это обычный щиток, он сейчас помпанул, потом дампанет, у тебя будет намного больше просадка. Это говорит о том, что нужно всегда забирать какую-то часть капитала. Конечно же, мы не продаем в основном на росте, потому как жадничаем, а когда все упало, уже думаешь, блин, нужно было продавать. Так это говорит о том, что нужно всегда на росте продавать. Итак, у нас здесь на часе была видна голова и плечи, мы ее с вами рассматривали, и она в принципе у нас что? Ну, отработала. Все, голова и плечи у нас здесь отработала, она уже не актуальна. Может быть такое, что данный паттерн будет у нас разворотным, и мы дальше увидим восходящее движение по биткоину, дай бог, дай бог. Но здесь остается еще актуальный вопрос. У нас образовался вот здесь вот сильнейший гэп в разрыв на 10к баксов. Давайте мы его посмотрим. Вот у нас данный гэп. Это у нас фьючерсы. И Чикагская биржа фьючерсов была закрыта, а манипуляция произошла буквально в воскресенье вечером. Ну, это было бы хорошо, чтобы мы увидели, допустим, данный пост сегодня утром. Там вот есть пост там или твит от Трампа. И типа все, мы принимаем, и с нормальными проторговками мы увидели памп. Да, без образования гэпа. А сейчас с гэпом может быть такое, что мы его перекроем буквально на 50%. Вот у нас было начало. Сейчас мы уже его перекрыли на 3%. Ну, а общей сложности у нас он получается где-то 9. Нам хотя бы вот так вот бы перекрыть, чтобы цена пришла в диапазон 87 600. Это было бы вообще шикарно. Из 87 600 мы бы увидели, допустим, бы разворот. Чтобы мы, допустим, сейчас в понедельник у нас был бы красный на крипте. Мы гэп перекрываем, и под вечер где-то, или может быть в 3 часа ночи, уже здесь видим вот такой вот разворот. Это было бы просто идеальный вариант. Перекрыли гэп и ушли выше. Все, в принципе, манипуляция здесь произошла.
гэп перекрыли и все хорошо. Мы также перекрыли гэп, который у нас был 25 февраля вот здесь вот на проливе. Также на часе видно, что здесь был гэп перекрыт. И по поводу гэпа, который у нас был сформирован в ноябре. Вот мы видим то, что он уже полностью, ну не полностью, но частично 75% данного гэпа мы закрыли. Он уже, в принципе, у нас уже как будто бы не актуальный. Также у нас есть большое количество гэпов на эфириуме. Там тоже есть гэпы, но только они туда выше, ближе к $3000. Я думаю, что эфир туда вернется в ближайшем будущем. По временному интервалу у нас, в принципе, рынок поджимается. Уже осталось ни много ни мало, менее чем 200 дней до завершения бычьего цикла. Я думаю, что сейчас они будут всеми возможными и невозможными средствами как-то тянуть рынок вверх. Дай бог, чтобы рынок тянули вверх. Многие, конечно, смеются, то, что медвежка, но я вообще не могу понять вашего прикола. То, что там типа мы идем на медвежку. Так вы же потеряете деньги. Я вообще в данных комментариях не вижу никакого смысла. Кто-то заходит, говорит: я сюда захожу, вижу только тузымун. А зачем нам тогда криптовалюта, если здесь не видеть тузымун? Зачем нам вообще крипта, если мы не будем видеть на ней тузымуна? Она вообще никому не нужна будет. Ну зачем покупать какие-то инструменты, притом большинство людей покупают на спот, чтобы видеть потом кровавую просадку у себя на портфеле. Ну это просто какой-то нонсенс. Я думаю, что мы все-таки к лету вырастем и каждый зафиксирует какую-то прибыль. Может это будет большая прибыль, может это будет небольшая прибыль, может кто-то выйдет в ноль и отмучается, конечно же, весь этот период времени и выйдет в ноль, перекрестится, скажет: а ну его, эту криптовалюту, я больше сюда не буду инвестировать. Но самое важное, чтобы здесь хотя бы не потерять свой капитал, потому как большинство людей теряет капитал, и это очень плохо. У меня у самого есть некоторые позиции, ну, на данный момент находятся в просадке, и это очень нехорошо. Рынок очень, конечно же, вымотал всех, в том числе и меня. Я притом в рынке уже вот скоро будет через 2 месяца ровно 4 года. Вот в этом вот диапазоне времени я уже 4 года в рынке. И это, конечно же, не прикольно, потому как 4 года видеть все вот это вот движение, а особых таких туземунов мы на крипте не видели, как это было в 2021 году, в 2017 году. Также это все дело у нас манипулировали с доминацией битка. И сейчас же, конечно же, продолжают манипулировать доминацией битка. Переливают, опять же, с альткоинов в биток. Нету притока капитала. Это еще раз говорит то, что притока капитала нет. И просто-напросто манипулятор начинает перелаживаться. То с битка в альту, то с альты в биток, то выводят они средства, а свежего притока денег в крипте просто нет. Манипулируют туда-сюда, себе забрали 1, 2, 3 миллиард, вывели и все. Нету того самого тузымуна, который мы хотели бы, конечно же, увидеть. Вот здесь у нас отрисовали на 30-минутке вот такое двойное дно. И это говорит о том, что здесь будет продолжение роста, резкое падение, восстановление боковик, закругленное донышко и все. И по всей видимости мы уйдем опять в диапазон 61%, 80%. Я не знаю, зайдем мы ли сюда или нет по доминации битка, но видно, что потихоньку доминация битка начинает ослабевать. Конечно же, нету такого резкого движения еще, как хотелось бы увидеть по падению доминации битка, но все равно уже доминация битка ослабевает. Мы, в принципе, находимся в нисходящем канале. Вот мы можем его вот так вот подправить. Он у нас был вот такой вот. Мы вышли с этого нисходящего канала, пробились на манипуляции тоже 25 февраля. Потом вернулись, отретестили и сейчас пока мы скользим по верхней части канала. Также у нас есть блок сильнейшей поддержки по доминации биткоина. Биткоин продолжает, в принципе, показывать силу на рынке. Мы можем этот канал вот так вот, в принципе, подредактировать. И вроде бы как здесь все пока остается актуально. Вершина, вот у нас падение, образование канала,
Вот у нас верхняя часть канала касания. Пришли мы в середину канала, здесь увидели реакцию, опять возвращаемся к верхней части. Посмотрим, что у нас будет в дальнейшем. Ну, видно, что нету притока. Альткоины, опять же, кровоточат. Если мы посмотрим на дневке, ну, здесь есть такое движение по Ади Кардане неплохое. Ну, на часе уже опять начинает все это дело очень сильно кровоточить. И на 4-часовике видно, что 8 часов уже растет доминация. На 30-минутке здесь вообще у нас здесь просто парабола идет. Смотрите, просто идет парабола. Ну, будем ожидать, посмотрим. Может быть такое, что здесь еще... Так, это у нас минутка. На 30-минутке это выглядит вот так вот. Я думаю, что если мы будем и расти, то, наверное, в диапазон 61.8, где-то вот так вот сюда. Есть некоторые цели 61.38, 61.81. Посмотрим, что у нас тут произойдет. Ну, понедельник, я думаю, что особо ничего хорошего у нас не будет, наверное. Может быть такое, что начнут сейчас тут лить это все дело. Но надеемся то, что хотя бы на этой недельке было бы неплохо увидеть проторговку и закрытие этого гэпа, потому как он, в принципе, аномальный, этот гэп, и это не очень хорошо. Потому как если мы вырастем диапазон 100, там, 5000 долларов, опять придется сюда возвращаться к этому гэпу. Но не нужно забывать о том, что зачастую иногда гэпы не закрываются. И здесь у нас, в принципе, не полный график по поводу гэпов. Есть, конечно же, гэп, который был у нас в 2020 году образован на 9000 долларов. Я не знаю, его здесь видно или нет. Вот у нас на 18, но его перекрыли. Вот. Может быть такое, что у нас здесь тоже такая самая аномалия. Но здесь он был частично перекрыт, этот гэп. Из-за него многие блогеры тоже топили, особенно на дне медвежьего рынка. Говорили, что мы придем в этот гэп на 9000 долларов. И смотрим, это был у нас июль 2020 года. Это у нас на дневке. Данный гэп, он так и остался не перекрыт. Может в дальнейшем мы когда-то его перекроем, я не знаю. Но увидеть цену битка в диапазоне 9000 долларов, я не знаю, что тогда произойдет с альткоинами. То этот гэп, смотрите, уже буквально на протяжении 5 лет так и остался не закрыт. И это было разворотное движение по криптовалюте. Тоже было разворотное движение. После коронадампа, вот у нас коронадамп произошел. Тоже с гэпом. И это было разворотное движение. Здесь чуть-чуть его закрыли. Ну, буквально вот как сейчас закрывают гэп, да? Как сейчас закрывают. Там буквально было частично это все дело закрыто. Если мы посмотрим, то примерно мы его перекрыли на 0,77%. Ну, это просто ни о чем. Основная часть так и осталась. И данный гэп был, конечно же, медвежьей ловушкой. Большинство трейдеров попали на этот гэп в 2022 году, когда шортили биткоин на дне. Тогда у меня еще был подключен копитрейдинг, и мой копитрейдинг тоже, в принципе, очень сильно пострадал. Вот здесь вот все говорили, что мы уходим на 9000 долларов, будем закрывать гэп. Но до 9000 долларов тут еще нам нужно было опуститься на 38% по биткоину. И это была ловушка. Может быть такое, что в дальнейшем мы тоже, в принципе, оставим не полностью закрытый этот гэп и уйдем выше. Ну, посмотрим, как у нас закроется эта неделька. Они могут, конечно же, кинуть биток просто в флэт. И на протяжении недели мы будем здесь просто вот так вот флетить. Тоже может быть такое. А может быть такое, что сегодня цена биткоина опустится в диапазон там 87-88 тысяч долларов. И здесь получается у нас, если, ну вот уже частично закрыли гэп, да, у нас здесь получается 9,5%, то нам нужно опуститься хотя бы на процентов 6,5%, и уже можно, в принципе, считать, что гэп
частично закрыт. Здесь еще может произойти манипуляция, ну, 4,5%, 3,5%, примерно вот так вот. Короче, по поводу гэпа, такая вот суть. Мы его можем, конечно же, закрыть, и это может произойти как сегодня, так и на этой неделе. А может быть такое, что в дальнейшем мы его и не закроем, потому как на истории гэп у нас, в принципе, был не закрыт. И это было в 2020 году. Вот так вот. График у нас, в принципе, здесь не полный по биткоину, потому как это фьючерсный чикагские фьючерсы CME, а они, конечно же, были добавлены только в 2017 году. До 2017 года не было фьючерсов, и тут, в принципе, не полностью весь график у нас. Ну, в принципе, вот так. Давайте еще посмотрим, что у нас творилось с этими гэпами до 2020 года. Вот у нас вот этот вот гэпчик. За него многие тоже говорят. Ну, кто, конечно же, не знает, что это за гэп, но слышал, но вот я вам его показываю. Вот этот вот гэп. Он сейчас большинство блогеров на слуху. И, в принципе, еще в 2022 году я снимал видео, говорил, что мы можем, конечно же, и не опуститься до 9000 долларов. Также у нас здесь есть сильнейший имбаланс. Вот он в диапазоне 14 тысяч долларов. Он тоже не был перекрыт. Он не был перекрыт. Вот этот вот имбаланс, он был перекрыт вот этим вот ордер блоком в 2020 году. Но вот этот уже не был перекрыт. И здесь уже дальше и шла пустота. Вот мы в воздухе по этому имбалансу висели. Я когда-то в 2022 году снимал видео и говорил, что не факт, что мы сюда придем. Вот у нас здесь есть цели, конечно же, 14 тысяч долларов и гэп в диапазоне 9 тысяч долларов. Но не факт, что мы сюда придем. Так оно, в принципе, и произошло. Так. Извиняюсь, у меня проблемы с горлом что-то. Тут у нас тоже гэпы, они, в принципе, были перекрыты. Ну, тоже аномальный такой вот рост. Наверное, это все происходило тоже на выходные какие-то, разрывы сильнейшие. Тут у нас все это дело вот так вот. Тут тоже огромнейший гэп. Здесь небольшие гэпы. Ну и вот у нас манипуляция падения. Ну, правда, они были перекрыты фитилями. И вот у нас добавление 18 декабря. Добавляют фьючерсы на криптовалюту. И это как раз же был триггер для медвежки. Потому как на фьючах можно шортить рынок. А не было фьючей, не могли шортить. Только нужно было на споте его толкать выше, выше, выше. И сейчас вот эти вот фьючерсы, можно сказать, убили полностью криптовалюту. Мы из-за этого не видим тех самых мифических туземунов, ростов по 10 иксов, по 100 иксов движений. И я думаю, что в дальнейшем мы их уже дальше и не увидим. Просто-напросто. Это будет последний такой цикл, где можно будет хоть что-то, какие-то там 5-10 иксов заработать, как на Суе было с лета 10 иксов. И просто-напросто дальше уже крипта будет как вялая какашечка плавать где-то там. Ну, в принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Здесь тоже у нас были гэпы. Ну, этот гэп уже можно считать закрыт. Что у нас здесь будет происходить, посмотрим на протяжении дня, что у нас здесь будет твориться. Ну, сейчас уже вот снижают. То, что там кто-то заработал на каких-то лонгах, заходили, нужно по-любому фиксировать прибыль. В принципе, вот так вот. Доминация битка продолжает у нас потихоньку расти. Альткоины на это все опять же реагируют. Реагируют они потому, что нету притока капитала. Нету притока капитала в рынок. И манипулятор еще не будет, наверное, пампить альткоины. Может, это произойдет где-то к концу весны. Он их запампит. Тогда будут какие-то триггеры для вливания в рынок денег свежих. И тогда будет пампиться альта. А сейчас нужно, конечно же, сидеть, терпеть, смотреть на вот эту вот всю кровавую баню. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.